От пациента. Болят кисти рук. При физической нагрузке опухают кисти. В анамнезе болезнь Бехтерева, 2-сторонний сакроилит 2 степени, 2-сторонний коксоартроз 2 степени, артериальная гипертензия 3 степени. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациента 38 лет. Дата исследования 20 августа 2024 года. Область исследования – правый лучезапястный сустав. Кости, образующие лучезапястный сустав, имеют обычную конфигурацию. Анатомические соотношения в суставе сохранены. Угол сочленения с лучевой костью в норме. Кости запястья обычной формы связаны друг с другом, лучезапястным и карпо-метакарпальным суставами. В структуре определяются мелкие участки субхондрального фиброза. Суставные поверхности имеют четкие и заостренные края, нормальную толщину кортикального слоя. Ширина полости сустава несколько снижена. Интенсивность сигнала от костного мозга не изменена. Суставной диск локтевой кости, треугольный фиброзно-хрящевой комплекс, нормальной конфигурации и интенсивности МР-сигнала. Межкостная мембрана предплечья без патологических изменений. В полостях лучезапястного сустава и суставах запястья определяется умеренное количество свободной жидкости. Скопление жидкости возле шиловидного отростка локтевой кости. Заключение. МР-картина артроза артрита правого лучезапястного сустава. Рекомендована консультация ревматолога. 25 августа 2024 года К. М.Н. Доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. В лучезапястном суставе есть начальные проявления артроза и также признаки артрита, текущего воспалительного процесса, из-за чего все жалобы и возникают. Я бы рекомендовал обратиться к ревматологу с этим.